Если ваш мужчина дарит вам дорогие подарки, проявляет заботу и окутывает вас вниманием с головы до ног, возможно, вы находитесь в абьюзивных отношениях и вам нужно срочно из них бежать. Меня зовут Инна Беккер, я практикующий психолог. Досмотрев этот ролик до конца, вы узнаете, как распознать абьюзера, а главное, как от него избавиться. И в конце видео я дам рекомендации, что делать, если абьюзер вы. Что такое абьюз и знают ли сами абьюзеры о своем поведении? Абьюз – это насилие, причинение вреда другому человеку. Абьюзивные отношения – это те, в которых присутствует модель агрессор и жертва. Кроме того, абьюз имеет определенную цикличность. Первый этап – напряжение. Абьюзер переживает стресс из-за какой-то проблемы, из-за какой-то эмоциональной боли, не знаю, какой-то дискомфорт испытывает. Он вымещает негативные эмоции на жертве, обижается, игнорирует, выставляет виноватой. Второй этап – это насилие непосредственно. Напряжение нарастает до максимума, и абьюзер взрывается, применяет насилие какое-либо психологическое, либо сексуализированное, либо физическое, чтобы снять вот это вот напряжение. Третий этап – это примирение, где агрессор пытается вернуть доверие жертвы. Это те самые подарки, окружение заботой, просит прощения и заставляет жертву поверить, что она все не так поняла. Четвертый этап – это спокойствие, так называемый медовый месяц в цикле абьюза. Отношения похожи на нормальные до следующего триггера, вызывающего напряжение у агрессора. Откуда же берутся абьюзеры? Конечно же, из абьюзивных семей. Ребенок абьюзивных родителей вынужден формировать привязанность с человеком, который одновременно и заботится, ухаживает за ним, но при этом причиняет боль, травмы. Ярость, которую испытывает в контакте с таким родителем ребенок, подавляется и не находит выражения до тех пор, пока уже во взрослом возрасте у человека не появляются похожие поблизости отношения, где и отрабатывается эмоциональный сценарий. Опыт насилия в детстве – это не просто выученные паттерны поведения. Он влечет за собой вот такой тревожно-амбивалентный стиль устанавливания связи. В общем, постоянный внутриличностный конфликт, который и вызывает вот эту вот тревожность. Второй пункт, откуда берутся абьюзеры, это, конечно же, расстройство психики. Вот абьюзивное поведение – это симптом расстройства личности, где свойственен низкий уровень эмпатии или вообще отсутствие таковой. Например, кластер B по классификации расстройств личности – это антисоциальное расстройство, психопаты, социопаты, нарциссическое, пограничное. То есть, по сути, это взрослый человек с несформированной такой инфантильной психикой, со множеством психологических защит, так как ему нужно было выжить в травмирующих условиях вот этой вот родительской семьи. Поэтому здесь, если в первом случае это поведенческие паттерны, с которыми можно работать, то в случае расстройства личности нужна очень длительная реабилитация, конечно же, желание самого человека работать, и потом уже отношения. Находясь в отношениях с таким человеком, вы разрушаетесь. Какие же бывают виды абьюза? Абьюз не ограничивается только физическим насилием. Зачастую это психологическое воздействие, где абьюзер уничтожает уверенность и самооценку жертвы, чтобы контролировать ее. Физическое насилие начинается иногда с криков, угроз, разбивания вещей. Так абьюзер проверяет ваши границы. Сексуальный абьюз включает в себя настойчивость в сексе, даже если жертва не согласна, и в крайних случаях насилие. Мы помним, что второй этап цикла абьюза – это сброс этого напряжения, да, и вот с помощью секса абьюзер может снимать накопленное напряжение. Ему все равно, что хочет жертва. Иногда жертва сама сексуализирует насильника, это тоже такая психологическая защита, внушая себе, что это проявление страсти и любви. Абьюзер старается заставить жертву почувствовать себя неправильной, виноватой, называя, например, женщину фригидной, потому что она не хочет близости. Женщины реже становятся абьюзерами, применяя физическое или сексуальное насилие. Они чаще используют психологическое насилие, манипулирование, контроль, пассивную агрессию, использование детей, например, против партнера. В отличие от мужского, женский абьюз не всегда проходит полный цикл. После инцидента может не быть, например, примирения или стадии спокойствия. Напишите в комментариях, сталкивались ли вы с женским абьюзом. Если вам интересно, я сниму ролик на эту тему, поэтому пишите вопросы в комментариях к этому видео. Признаки абьюзера. В начале отношений человек постарается заполнить собой все ваше пространство. Он будет везде. Он окутает вас заботой. Это так называемый будет медовый месяц, то есть показательное выступление. Все будет очень быстро, чтобы вы не успели опомниться. Быстрое признание в любви, предложения, разговоры о будущем,
разговоры по душам. Именно здесь все ваши болевые точки он прощупает, то есть он будет спрашивать, вы будете чувствовать, как будто бы встретили родственную душу. Если вы уже находитесь в отношениях, то первый признак – это придирки и обесценивание. Абьюзер находит болевые точки, которые разрушают самооценку. Это заставляет жертву поверить, что она, ее жизнь, увлечение, работа ничего не стоит, а абьюзер, продолжая отношения, делает ей одолжение. Могут присутствовать публичные унижения. Например, если вы рассказывали свои детские истории, например, вас там мама с кем-то все время сравнивала, и как вы по этому поводу переживали. Поверьте, что он обязательно будет делать так же. Он будет вас незаметно с кем-то сравнивать. Помните, что эти отношения не о доверии. Здесь будет все использовано против вас. Манипуляция чувством вины. Абьюзер переносит на вас ответственность за ссоры и за собственные поступки. Вы будете вечно виноваты. И даже насилие объясняется тем, что вы его спровоцировали. Родитель, например, может перекладывать ответственность за свою агрессию на ребенка. Я тебя избил, потому что ты меня довел. Третье – это эмоциональные качели. Вот та самая цикличность. Сначала насилие, потом примирение, потом подарки, признание в любви, потом медовый месяц. Что заставляет жертву ждать вот этих вот моментов просветления, когда человек не может уйти из этих отношений, он вспоминает, ну было же, все хорошо, возможно, это я что-то делаю не так. Ну вот как удержать вот этот вот период, когда все у нас хорошо и спокойно. Четвертый признак – социальная изоляция. Абьюзер стремится установить полный контроль над жертвой, делает так, чтобы она отказалась от общения с людьми, которые могут на нее повлиять. Друзья, родственники, коллеги. При этом абьюзер будет преподносить свою такую заботу, как я лучше знаю, что для тебя полезно, я о тебе забочусь, я уберегаю тебя от какого-то дурного влияния. Абьюзер берет также под контроль финансы, когда говорит вам, что вам не нужно работать, я обеспечу. Опять же, здесь преподносится как забота о вас, а на самом деле это контроль. И вообще вы должны насторожиться, когда вас хотят полностью контролировать под видом забот. Что же делать, если вы заметили эти признаки в своих отношениях? Первое – это осознание абьюза. Да, если вам кажется, то вам не кажется. Начните с понимания ситуации, доверьтесь вот этим вот своим чувствам, вашему внутреннему животному. Оно всегда чувствует опасность, чтобы распознать предупреждающие сигналы. Отследите цикл вот этого абьюза. Если это происходит у вас в отношениях, вы находитесь в них давно. Я уверена, что там был не один цикл. Помните о риске насилия при разрыве абьюзивных отношений. Нужно принять меры безопасности перед тем, как эти отношения разрывать. Также важно обратиться к специалисту за поддержкой, где вам помогут обработать травматический опыт, укрепить самооценку, которая, скорее всего, в таких отношениях подорвана. А также важно сформировать вот эти вот новые здоровые навыки. Это, конечно, уже нужно делать после того, как вы вышли из этих отношений. Нужно провести работу. Да? Работа может быть достаточно длительной, если вы травмированы и вы пострадали. Вы научитесь выстраивать ваши границы, видеть эти красные флаги, да? Чтобы не допускать, например, физического насилия, нужно заметить, вот как прощупывают ваши границы в самом начале и уметь отстаивать их. Я в своей работе помогаю женщинам осознать паттерны поведения, которые могли привести к абьюзивным отношениям, и разработать стратегии предотвращения попадания в подобные ситуации в будущем. Записаться можно по ссылке в описании. Кому стоит опасаться абьюзивных отношений? Составляем психологический портрет человека, у которого есть вот такие негативные шансы попасть в абьюзивные отношения. Определите по шкале от 1 до 5 степень следующих характеристик. Первое – низкая самооценка, где единица – это постоянная критика, недовольство собой, и 5 – любовь и уверенность в себе. Второе – толерантность к насилию, где единица – насилие в семье родительской, плюс опыт травмирующих отношений был, и 5 – опыта насилия не было. Третье – зависимость от партнера, где единица полностью зависима финансово, эмоционально, территориально, 5 независима, сама себя могу всем обеспечить. 4 – это трудности с установлением границ, где единица не понимаю, когда нарушают мои границы, и позволяю многое с собой. И 5 понимаю в моменте, что происходит, и могу обозначить, да, могу выставить границу. И 5 – изоляция от поддерживающих отношений, где единица плохие отношения с близкими или их нет вообще, нету друзей, некому поддержать. И 5 что есть друзья, есть семья, теплое общение и есть кому защитить. И если хотя бы в одном вопросе есть у вас единица, то эти обстоятельства являются факторами риска. Рекомендации для тех, кто не хочет попасть в абьюзивные отношения. В начале отношений не спешите, особенно если вас торопят. Больше слушайте, меньше рассказывайте
рассказывайте о себе, пока не удостоверитесь, что перед вами здоровый человек. Укрепляйте собственные границы. Как с вами можно, как с вами нельзя. Прислушивайтесь к своим ощущениям, к своему внутреннему зверю. Когда срабатывает ваша служба безопасности, это всегда ощущается. Не игнорируйте ваши сигналы. Выстраивайте здоровое окружение. Это очень важно. Это то, что поможет вам в трудную минуту, которая поможет вам вас вернуть в реальность. Не растворяйтесь в мужчине. Не нужно впадать к нему в слияние. Да, может быть какая-то влюбленность, страсть, но вы поймите, что мужчина — это только часть вашей жизни. У вас должны быть отношения с друзьями, любимое дело или работа. У вас должны быть ваши хобби. У вас должна быть другая социальная жизнь. Важно также иметь собственный доход и уметь удовлетворять собственные потребности. Прекрасно, когда вы в отношениях со здоровым человеком, когда вы, например, находитесь в таком несколько уязвимом состоянии, возможно, вы приболели, возможно, вы ждете ребенка, когда любимый человек о вас заботится и берет, например, часть финансовых обязательств на себя. Это прекрасно и чудесно. Не прекрасно, не чудесно, если человек манипулирует финансами, если он просит вас бросить работу, желая вас обеспечить. Зависимость всегда порождает контроль. Зависимость — это всегда позиция ребенка. Родитель, каким бы он прекрасным ни был, он всегда будет контролировать. Поэтому постарайтесь быть максимально автономны, чтобы в любой момент, когда вы почувствовали, что что-то идет не так, вы могли дать себе паузу, передышку, понять, что происходит, пообщаться со своими близкими, чтобы у вас были с кем-то доверительные отношения, кому вы можете рассказать. Также, если у вас был травмирующий опыт, вам нужно обязательно учиться выстраивать здоровые отношения, выстраивать новые вот эти вот нейронные связи, как себя чувствовать, как действовать по-новому. Переходите по ссылке, проходите мой курс «Подготовь себя к созданию здоровых отношений», который поможет вам расставить многое на свои места и подготовит вас действительно к хорошим отношениям. Если вы агрессор в отношениях, то ваша обязанность обратиться за психологической помощью. Ведь чем старше вы становитесь, тем меньше желающих общаться с вами. Скорее всего, вы поменяетесь местами с жертвой. Напишите о ваших историях, мне будет очень интересно. Просто осознайте, что вам нужна помощь. Вы можете научиться управлять собственным гневом, успокаиваться экологичными способами, да, не накапливать вот это вот напряжение, понимать, где этот корень проблемы, почему у вас возникает напряжение, какие триггеры его вызывают. Также вы научитесь удовлетворять свои потребности без ущерба для окружающих. Я дам несколько рекомендаций для управления вашим гневом. Первое — это сразу опознавайте симптомы вашего гнева. Прям осознавайте его присутствие, что сейчас происходит. Поднялась, например, там горячая волна от живота к груди, побежали мурашки по затылку, на глаза как будто бы упала пелена. Опишите, что с вами сейчас происходит. По возможности общайтесь со спокойными людьми, избегайте раздражительных личностей, занимайтесь расслабляющей деятельностью. Вы можете купить пазлы, складывать оригами, вязать что-нибудь. Это что-то, что будет монотонно и будет вас успокаивать. Также создавайте приятную атмосферу помещений, где вы находитесь, с помощью цветов, тонов, какой-то классической музыки очень тихой. Избегайте общения, когда устали, чтобы избежать раздражения. Не начинайте разговор, когда хотите, например, пить или есть. Также замедляйте ваше тело и поведение, потому что у вас огромный выброс стрессовых гормонов. Конечно же, это нужно куда-то деть. Замедляйтесь, и чтобы успокоить ум, это может быть какая-то гимнастика, это может быть массаж. Занятия спортом могут вам помочь, но вам нужно найти корень проблемы. Позаботьтесь с любовью о тех, кто рядом.